Добрый день, Ирина. Я как женщина Здравствуйте. хочу у вас еще задать несколько вопросов, если вы, поможете мне. Как вы совмещаете семью, Мгм. дом, работу, управление людьми и свои личные хобби и личную жизнь? Как это вам удается? Боюсь, вам не понравится мой ответ. Мне не удается Не удается? совмещать. Это тяжело. А как я уже говорила, я много лет в бизнесе, и, к сожалению, мне было очень мало времени уделять время своей семье, уделять время себе. Но я как истинный такой бизнес-человек, когда я начинаю бизнес, у меня такой раш начинается. И знаете, я в этот момент забываю, что у меня есть семья, да, я пытаюсь найти какой-то баланс, но все равно в какой-то момент я забываю и начинаю меньше времени уделять своим детям, своему мужу. Но все равно стараюсь найти какой-то баланс. Допустим, я выбираю один выходной, и прошу детей обязательно в этот момент тоже выделить время, чтобы мы провели все вместе, или поужинали вместе, сходили в ресторан, сходили в кино, сходили погулять. Знаете, что... Качественно. Да, Пусть немного, но но качественно. качественно, да. Да. И мы называем это семейный день. И Мгм. дети знают, что этот день, в принципе, святой день, и они не могут, Мгм. и они не могут сделать в это время appointment со своими друзьями или Мгм. пойти на какую-то тусовку. То есть они Мгм. понимают, что семья это важно. Это Мгм. важно, и нужно уметь как бы уделять время своей семье. Мгм. Это важно. Да. И она поддерживает. Она благодаря семье, благодаря поддержке сзади, вы Конечно, это успешны в дает тебе бизнесе. крылья. Это Мгм. дает тебе крылья, потому что есть для чего вообще стремиться, для чего жить, потому что у меня двое замечательных дочерей. Мгм. Это самая моя большая мотивация в жизни. Мгм. А дочери ваши, они не хотят пойти по маминым стопам и тоже открыть бизнес, массажный салон или какой-нибудь Вы знаете, похожий? так интересно вообще получилось. Дети мои никогда не думали. Мгм. Старшая дочка, она закончила университет и стала работать на государственные органы. Младшая дочка, она занимается 3D Animation. Вот. И, в принципе, мы никогда не думали, что они захотят заниматься моим Мгм. делом. Но так интересно сложилось, что последняя моя старшая дочка решила поменять свою карьеру. Мгм. И сейчас она учится на эстетишн. Мгм. Я думаю, так получается, что она будет продолжать мое дело. Мне Я очень кажется, этому рада. мне кажется, вот этот пример, когда мама Мгм. делает что-то, он хоть и не он детям рано или поздно он все равно сказывается у детей. Да. И когда говорят: вот ты там плохая мама, мало уделяешь детям времени, да, Мгм. бывает, мы так Да. слышим с old school, Я думаю, может быть, сама себе иногда, сама, да, сама говоришь. себя терзаешь. Да. Но когда ты понимаешь, что ты являешься для них примером, Да, это на классно. самом деле это намного важнее в Да, это воспитании, классно. чем ты бы сидела и там с ними туда-сюда бы бегала. Это на самом деле классно, потому что и дети мои мне об этом говорят. Мгм. Они говорят: мама, мы очень восхищаемся и вообще тем, как ты живешь. Мгм. Они уважают меня за это. Ирина, Да. мы очень реально восхищаемся тобой. Ну, Спасибо. во-первых, это не так легко открыть массажный салон в центре Ванкувера, в даунтауне, на Да. самой центральной улице Робсон. Более того, еще тяжелее поддерживать услуги на высшем уровне, когда ты приходишь и на самом деле получаешь тот сервис, за который ты, вау, готов приходить сюда еще Да. раз и еще раз. Да, мы боремся за качество, за сервис. Мы хотим каждому клиенту, мы понимаем, что каждый клиент пришел зачем-то. Кто-то пришел, просто у кого-то устали ноги, а кто-то пришел действительно, знаете, получить вот это вот эмоциональный какой-то дефицит, да, Мгм. потому что очень много одиноких людей в Ванкувере. Мгм. И здесь у нас они получают вот именно вот это тепло, вот Мгм. эту атмосферу, да. И это на самом деле классно. Спасибо вам, что вы есть Спасибо. и что вы
развиваетесь и даете пример нашей молодежи, да и не только молодежи, вообще всем, кто хочет что-то начать. Да, я думаю, что вообще наши люди, ну, вообще иммигранты, это такая особое поколение, особая каста людей. Да. Это очень сильные люди, да, которые могут выжить в любой ситуации, которые могут преуспеть в любом деле. Мгм. Поэтому вот я желаю всем нашим русскоязычным соотечественникам и вообще всем новым иммигрантам преуспеть в Канаде и добиться того, ради чего они приехали в Канаду. Да, спасибо большое. А сейчас у меня есть несколько вопросов, ну, таких более как свободных, Мгм. шуточных, Мгм. чтобы немножко за этой строгой, правильной, Мгм. успешной бизнес-леди разглядеть что-то, что она прячет от других. Мгм. Хорошо. Готова? Хорошо. Надеюсь, не слишком провокационно. Ну, а как? Что ты любишь больше, кофе или чай? Чай. Чай. А что ты бы выбрала, шоколадку или пирожное? Чай. А, шоколадку. А соль или сахар? Сахар. Сахар. А шампанское или вино? Вино. Вино. Мгм. Красное или белое? Красное. Красное. Да. Знаете, что Ирине дарить? В подарок красное вино. Платье или брюки? Платье. Платье. Да. Бриллианты или квартира в даунтауне? Чай. Тяжелый вопрос, но квартира. Квартира. Серьезно, лишний вопрос все равно. Он никуда нас не покидает. Инвестиции. Каблук или платформа? Каблук. Джинсы или Да. шорты? Шорты. Шорты. Я это поняла. Серьги или кольца? Серьги. Серьги. Я тоже больше люблю серьги. Серьги. Длинные. Да. Большая компания Мгм. или узкий круг самых близких? Узкий круг. Узкий круг. Да. Мгм. Спасибо большое. Ирина, можете, пожалуйста, пожелать нашей аудитории, ну, какие-то интересные, может быть, пожелания в начинании или что-то от вас, чем бы вы могли бы поделиться? Ну, так коротко. Вы уже все рассказали, в Да, принципе. я уже Просто вот тот, кто хочет что-то начать, Мгм. ну, сомневается, ну, вот считает математику, одно другое, вот оно, как бы Мгм. он вроде как созрел, но еще чего-то боится. Вот Мгм. что бы вы пожелали вот таким начинающим бизнесменам? М, Я знаю, есть в России такая поговорка: 7 раз измерь, 1 раз отрежь. У меня, честно говоря, работает наоборот. И я могу 7 раз отрезать. И мне кажется, нужно пробовать. Просто не бояться, не терять время. Нужно пробовать все, что тебе нравится, все, что ты думаешь, в принципе, принесет тебе определенный заработок. И не бояться. Не получилось одно, бери и делай что-то другое. Не получилось это, делай что-то другое. Если ты видишь какой-то потенциал. Конечно, я не говорю о том, что ты должен начать что-то и там через 2-3 месяца бросить. Мгм. Нет, не в этом плане. А, Конечно, нужно, если, ну, опять-таки, да, это нужно иметь видение. Мгм. Ты должен видеть потенциал. Мгм. Если ты видишь потенциал, не надо много думать, не Мгм. надо много считать. Иди и делай. Мгм. И всё. Спасибо. Спасибо. Это, кстати, очень хороший совет. Ну, Потому что он со мной многие работает. начинают что-то делают, но там не идет, и терпения нет, они бросают, другой начинает. Да, это вообще, это на самом деле главная проблема, мне кажется, для многих людей. Нужно быть настойчивым. Мгм. Определенно нужно быть настойчивым, да, не разочаровываться, не как это сказать, Не не сдаваться. сдаваться. Да. Нужно не сдаваться. Нужно идти и нужно верить. Нужно верить, что ты идешь по правильному пути, и что у тебя все получится. Мне кажется, по-любому в конце у тебя что-то да получится. Если ты настойчиво Если ты идешь, будешь настойчиво, так целенаправленно мгм. идти к своей цели, да, и не разочаровываться. Мгм. Если у тебя есть какие-то падения, ну, в моем случае это так работает, так как я в бизнесе с 20 лет, у меня были
взлеты, у меня были падения. Это не так, что у меня было все прекрасно, все Мгм. шикарно, да. Мгм. У меня были вверх-вниз, причем у меня были падения довольно-таки значительные, да. Мне кажется, как легче перенести этот момент, нужно относиться это как к какой-то игре. Мгм. Ну, вот это какая-то игра, Мгм. знаете. И, допустим, даже когда я приехала в Канаду, мне тоже было нелегко, да, и я прошла очень много разных работ, смотрела на канадский рынок, но меня это не угнетало. Я относилась это как к игре. Мгм. Если ты настраиваешь свой мозг, это просто игра, Мгм. да. А, серьезная у тебя вот будет скоро. Мгм. Человек легче Мгм. все это, потому что Конечно. новым мигрантам очень тяжело. Мгм. Я прекрасно понимаю людей. Щас. Да, Вот, спасибо поэтому большое. Это были очень ценные советы. Я думаю, что спасибо. многие люди Да, я воспользуются. надеюсь, да, Да, что людям спасибо. это как-то поможет. Да. Щас. Спасибо. Это были с вами Ирина Ким, Yes. владелец, бизнес-леди, владелец массажного салона, бизнес-леди, мягкая, приятная женщина, очень целеустремленная. Я очень рада, что мы с тобой познакомились. Я тоже. Если вам Спасибо. понадобится хороший массаж ног, обращайтесь сюда, приходите на Да, не Робсона только массаж ног, мы делаем массаж тела, тоже по той же методике, по точкам. по точкам. Да. Ну, не только по точкам. Тоже одна из изюминок нашего салона в том, что мы совместили. Мгм. Мы сделали такой стиль, он в то же время совмещает и восточный точечный массаж, и в то же время он совмещает такой релаксирующий массаж, да, Мгм. чтобы человек получил тоже такое эмоциональное расслабление и удовольствие. Спасибо. Очень было приятно с вами пообщаться. Спасибо. Да.